Приветствую, меня зовут Киясов Руслан, и сегодня мы с вами узнаем победителя битвы при 98-м Каурексе. Во-первых, победитель и победитель абсолютный – это, конечно же, Crucible REX 121. CPM REX 121, разумеется. Вы знаете, характер работы, общий результат, все, что касается остроты и вообще все, что касается этой стали, можно спокойно описать одним эпитетом. Выдающаяся. Это самая сталь на данный момент. И, к слову, о моментах. REX, он точно так же выдающийся ржавеет, что, в свою очередь, достаточно быстро вычеркивает его из списка огромной аудитории. Меж тем, зафиксируем факт. Чемпион нынче – это REX 121 на ноже Swarn 3 с результатом в 1245 резов на сантиметр кромки и твердостью 67 единиц по Роквеллу. Для того, чтобы понять мое воодушевление, нужно копнуть глубже. Нажиманы, следящие за тестами довольно давно, заметили, вы знаете как бы, и заметили далеко не вчера, что характер поведения стали и для меня, и для них в том числе не менее важен, чем сам конечный результат. Причин тому масса. Самая очевидная из этих причин – это то, что результат во многом делает эргономика, а сталь, сама сталь, раскрывается именно в характере. И мы все уже давно заметили, друзья, что некоторые стали ведут себя немножко не так. Самое простое описание этого – их нельзя затупить до конца. И прежде чем вы обоснованно закидаете меня тухлыми помидорами, послушайте вот это. Это УРС со сталью CPM S90V после того, как тест закончился на отметке в 732 реза. Смотрите, 732 реза на сантиметр, и так работает нож. Конечно же, когда ты говоришь незатупляемый, это пахнет магией. Поэтому правильнее будет сказать очень высокий уровень износостойкости. Я даже хочу сказать, знаете, запредельный уровень. Именно поэтому, когда в начале года появился лист сталей для будущих тестов, скажем так, то возникло желание оформить эту серию материалов отдельно. Заглавие «Битва при 98-м Каурексе» — это игра названиями сталей. 121 REX — это американская сталь производства компании Crucible. Kauri X — японская сталь производства Daido Steel Group. И М398 Böhler, Австрия. И именно М398 представляла из себя наиболее живой интерес. Это относительно новая сталь для ножевого рынка. И тут я не могу не отметить, не могу сдержаться. Во-первых, прекрасный нейминг концерна. М398, звучит как помытая М390. И скорость реакции. Говорят. Сталь разработана в 2006 году. Возможно, это слухи, конечно. В любом случае, креативно-реактивным ребятам из Бёллера пламенный привет. Давайте я дальше не буду тянуть резину. Вот результаты М398 в сравнении с Kauri X и CPM S125V. Здорово, правда? Вот честное слово, ребят, если бы не результаты 121 Рекса с его 12,5 тысячами, да, то вот это 10 тысяч, вот эти 10 тысяч общего отреза, я думал, что это вот как бы заколдованное число. Вот ты отрезал 10 тысяч и все. Нет, десяточка, все. На всякий случай, друзья, я напомню, что вся информация о тестах, методика, результаты, как это делается в видео и текстовом формате, все это есть в описании. Здесь я хочу отдельно и красному отметить следующее. Все тесты идут вслепую. Я не знаю, сколько конкретно я отрезал в каждый конкретный участок времени. И от этого вот такой сходный, такой очень узкий результат 3 разных суперсталей становится еще более интересным. Это серьезное железо. Тут шутки не шути. Но посмотрите на составы, друзья. Разумеется, там есть и углерод, и хром, и всякое еще есть. Но посмотрите, насколько они разные. Спойлер, они ведут себя, конечно же, тоже очень по-разному. Смотрите, Kauri не содержит в составе такого чудовищного количества ванадия, как у коллег. А М398 на фоне 125-ки, это по сути такая деревенская простушка. И вы знаете, бытует мнение, не лишенное оснований, что именно углерод, количество углерода в составе определяет, скажем так, мощность стали. Точно так же и специалисты, и энтузиасты, многие, я подчеркиваю, топят за ванадий. Но, друзья, Kauri по сравнению со 125-кой и М398 по сравнению с ней же вот это вот как-то немного гасит пыл и тех, и других. Фактически мы с вами, друзья, сейчас вступаем в совершенно новый мир.
Мир невиданный и непознанный. Мир суперстали. Это, конечно, не очень приятно, но для простоты, да и вообще по зову логики, я вот вынужден следующее сказать, друзья. Ввиду того, что распространенность и стоимость Каури X, она идентична, извините, перу с задницы дракона, мы ее из обсуждения уберем. Если вдруг будет другой наш Скаури, или Дайда вернет ее к жизни, ну или Красный Снег пойдет, мы к этому вернемся. А пока об этом человеке более ничего сказано не будет. М398 и 125. Давайте еще раз про составы. Стали исключительно разные. И М390 выглядит проще, но только выглядит. 125 в резе ведет себя, как положено суперстали Крусибла. Ведет себя именно так, как ты этого ждешь. Суперострота сходит практически сразу. Но ты иного и не ждал. Первичная острота перетекает в рабочую настолько незаметно, что ты с одной стороны радуешься – круто, а с другой стороны ты как-то вот так задумываешься, а что не так остро-то? Однако, позже, спустя примерно месяц работы, когда ты открываешь банку с монетами и насчитываешь 10 тысяч резов, тебе уже не кажется, что не остро. Вы знаете, 125-ка, разумеется, в хорошей термообработке, это эталонная суперсталь. И здесь я, пожалуй, могу утверждать, затупить ее помидорами нереально. Придется звать на помощь тарелки. А что у нас с М398? Ну тут такое, знаете, во-первых, тебе кажется, что суперострота, она как бы задержалась на ноже. Ну а потом ты понимаешь, что не кажется. А потом ты понимаешь, что прошло-то уже ого-го сколько, а он еще острый. И мы точно еще не на рабочей остроте. И ты предвкушаешь сумасшедшее просто. Ну а потом как будто крылья обрезали, гири к ногам привязали и вообще. Острота уходит стремительно, и ты понимаешь, скоро конец. Но спустя месяц банка, 10 тысяч, помидоры с тарелками, все как всегда. Несмотря на фактически идентичный результат, это абсолютно разное железо. Здесь важно понимать, что это, конечно же, первые тесты, и пока мы видим только часть картины. И видим мы следующее. И М398, и 125 это решительно суперстали. Ключевой особенностью S125V является, знаете, чудовищный запас производительности. Да, это не сверхзвуковая скорость, но этого вполне хватает. Супротив ее, М398 это невероятный для нержавейки уровень первичной остроты. И это практически полное отсутствие так называемого пресловутого плата ровной работы. Если говорить образно, М398 ждет на все деньги и горит очень ярко, настолько ярко, что ее состава, что этого огня хватает для борьбы с Крусиблом. Важно знать, М398 это действительно свежая сталь. И в нашем тесте она была на твердости в 65 единиц по Роквеллу, как и 125 в прошлом. Но серьезные люди уверили других серьезных людей, а те в свою очередь сообщили мне, что 66, а может быть и 67 не предел. Ну и 125-ка не карась. То был тест Урса. А за 5 тестов Урса мы с вами поняли, что на длинных забегах Урс Сварну может уступить. Конечно же, никто из них 121 Рекс с пьедестала не сдвинет. Особенно в рамках его запаса производительности. Но этого и не требуется. Вы знаете, когда я говорил о непознанном мире суперстали, я не шутил. Мы с вами в начале очень большого пути. Нам еще очень многое предстоит выяснить. Ну, например, очень интересно понять, а какие углы доступны разным железкам, какой в них максимальный потенциал реза. И, главное, действительно ли 24 полных градуса порошкам недоступны. И многое-многое другое. Спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч.